Как и каждый день, множество людей шли по оживленному городскому тротуару, когда услышали душераздирающие крики. Они обернулись, чтобы посмотреть, что происходит, и были шокированы увиденным. Маленький мальчик висел на руке мужчины и громко плакал, высунувшись из окна в центре большого здания. Сразу же все начали кричать мужчине, чтобы он остановился, и они также попытались вызвать полицию, чтобы рассказать им, что происходит. То, что произошло дальше, ошеломило их всех, и они никогда не забудут этого до конца своих дней. Каролина была молодой, скромной девушкой, выросшей в католической семье, которая с самого раннего возраста учила ее верить в Бога. Каждое воскресенье родители брали ее с собой на мессу, и даже в течение недели они всегда находили несколько минут, чтобы сводить ее на мессу. Они всегда уделяли несколько минут в день чтению Библии со своей дочерью и учили ее, что любить Бога больше всего на свете – это самое важное в жизни, потому что если бы она любила Бога, то любила бы все живое и была хорошим человеком. С годами Каролина выросла и превратилась в красивую молодую женщину. Благодаря упорному труду ее родителей, которые продавали вкусный домашний хлеб на городском рынке, и помощи щедрой семьи, ходившей в ту же церковь, она смогла поступить в хороший университет и выучиться на ветеринара, о чем мечтала с детства. Каролина чувствовала себя подавленной в этом новом месте, вдали от дома и полном людей. Над ней даже посмеялись, когда она спросила своих одноклассников, куда они ходят в церковь по воскресеньям. Один из них сказал: «Воскресенье – это день отдыха после вечеринки», и все в комнате громко рассмеялись. Бедная девочка была так смущена и так сильно хотела вписаться в общество, что постепенно отказалась от своей веры и начала делать то, что, по мнению ее друзей, должны делать люди ее возраста. И вот так, много лет спустя, она познакомилась с Родриго, парнем из другого университета, на вечеринке со своими друзьями. Как только он увидел ее, он начал флиртовать с ней, и с того дня он искал ее повсюду, пока, наконец, не покорил ее, и они начали встречаться. Он происходил из богатой семьи, и его родители также были лидерами странной религии, к которой он принадлежал. После того, как они некоторое время встречались, Каролина предложила им поехать в его город, чтобы он мог познакомиться с ее родителями. Хотя у него всегда была причина, в конце концов он сдался. В тот день, когда они с матерью устраивались в комнате, где им предстояло спать, она рассказала ему, что Родриго предложил им съехаться, и это ей понравилось. «Девочка моя, тебе следует больше думать об этом. Я думаю, ты слишком торопишься. Кроме того, в этом мальчике есть что-то, что мне не нравится», — сказала ее мать. Когда молодая женщина услышала, что думает ее мать, она очень расстроилась. «Это потому, что вы с ним не верите в одного и того же Бога». «Нет, дело не в этом. Просто в нем есть что-то странное. Не пытайся мне это объяснить. Пожалуйста, не разговаривай со мной. У Родриго есть веская причина не приходить сюда. Ты понятия не имеешь, что происходит в реальном мире». А после той поездки Каролина уехала далеко от своих родителей, как и планировала. Она переехала в квартиру своего парня, чтобы начать с ним новую жизнь. Поначалу все казалось прекрасным, но со временем странные убеждения Родриго превратились в кошмар для Каролины, которая только что узнала, что беременна. Когда Родриго услышал эту новость, он превратился в властного мужчину, который заставлял ее выполнять свои ритуалы, хотя она этого и не хотела. Он также наложил еще больше ограничений на то, что она могла и чего не могла делать, и заставил ее навсегда бросить колледж, хотя врачи говорили ему, что это может быть опасно. Он ограничивал ее потребление пищи все время, пока она была беременна, и не позволял ей принимать витамины, которые они ей присылали. Джоэл родился здоровым, но организм Каролины был настолько изношен, что врачи сказали ей, что она больше не сможет иметь детей. С тех пор, как она держала его на руках, она знала, что Джоэл будет самым святым в ее жизни. Она дала обещание заботиться о нем телом и душой, что сильно отличалось от того, о чем она мечтала. Это было нелегко, потому что его отец и его постоянные ритуалы, которые включали маленького ребенка и от которых она не могла отказаться, потому что если бы она это сделала, он использовал бы свои деньги, чтобы забрать ребенка, и она никогда бы его больше не увидела, были ее самой большой угрозой. Каролина устала от всего этого хаоса и боялась того, что он однажды может сделать с ее сыном. Поэтому она составила тайный план уехать и жить со своими родителями, а затем использовать свои сбережения, чтобы уехать подальше оттуда. Но как раз в тот момент, когда она собиралась уезжать, странный вирус уничтожил города и заставил всех оставаться в своих домах до дальнейшего уведомления. Как будто хуже уже быть не могло,
Ей пришлось пережить боль от того, что она была заперта со своими родственниками, которые продолжали говорить, что это зло было послано, чтобы убить нечистых, поскольку они были единственными, кто мог заболеть. Они также праздновали смерть нечистых, которая причинила столько боли семьям. В то утро Каролину разбудили ее крики. Когда она увидела, что собирается сделать ее муж, она начала звать на помощь и умолять его остановиться. Маленький мальчик несколько дней лежал и выглядел немного больным, поэтому Родриго позвонил семейному врачу, чтобы проверить его. Врач сделал несколько анализов, которые показали, что у мальчика была инфекция. Родриго разозлился, когда увидел результаты, и пошел прямо в комнату своего сына. Он был зол, что привел с собой грязного человека, поэтому он взял его на руки и сказал ему, что хотя в нем течет его кровь, он не может делать то, чего хочет его Бог. Он вытащил их из окна и приготовился сбросить его с того здания, хотя жена умоляла его не делать этого. Мужчина отпустил ребенка. Каролина, которая не могла поверить в то, что только что произошло, потеряла сознание от шока. Когда она пришла в себя, то увидела, что ее сын цел и невредим на руках у офицера полиции. Ее глаза наполнились слезами. Джоэл запутался в бельевой веревке соседей несколькими этажами ниже. То, что они смогли спасти его, было чудом. Несколько минут спустя, после рассказа десятков свидетелей, полиция взломала дверь Родриго и арестовала его. Он был приговорен провести остаток своей жизни в тюрьме, и ни его деньги, ни его власть не могли спасти его. Когда маленькому мальчику стало лучше, Каролине было дано специальное разрешение вернуться домой к своим родителям. Когда она приехала туда, они были очень рады ее видеть. Что-то подсказывало нам, что вы неважно себя чувствуете, поэтому каждый день мы преклоняли колени, чтобы помолиться за ваше здоровье и за здоровье нашего внука. Это было потрясающе. Когда ее родители услышали, что произошло, они были шокированы. Как вы относитесь к этой истории?